А для орхидеи ваниль, не я, Миша придумал, сделать вот такой интересный полив. Он как-то устроил так, что через капельницу поступает вода к держателю этой орхидеи. У нее столько появилось бутонов, зонтиков. Она цветет, правда, всего один день. Но это такая красота. Добрый день, друзья! Этим летом мне очень нравится показывать вам свой балкон. Он очень маленький, но я получаю огромное удовольствие от цветения и орхидей, и особенно хой на балконе. Я вам рассказывала о огромной хое карноза, которая вдруг ни с того ни с сего зацвела. А я этого цветения вообще от нее не ждала. Вон там еще наверху не распустившийся зонтик. И ссылку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Все было по-другому, и сейчас у меня на потолке огромные плети этой хои. И в одном тоже из видео я рассказывала, что когда я начала прикреплять плети хои к потолку, нам пришлось разобрать кабель-канал, и там внутри кабель-канала была 3-метровая плеть хои. И вот эта плеть начала растить листья. Но сегодня речь даже не о хое карноза. С другой стороны балкона растет хоя каудата. Вот ее пятнистые листья. Это тоже лиана, и я ее прикрепила к потолку. И после этого, что она мне показала? У нее столько появилось бутонов, зонтиков. Она цветет, правда, всего один день. Но это такая красота. Вот это распустился первый зонтик, а там дальше еще 2 не распустившихся. И это все благодаря аминосилу. Можете ругаться, говорить, что я очень часто говорю про аминосил. Но на балконе так темно, что цветения этих хой я не ждала. Вот, Миш, повернись и покажи, сколько у нас деревьев. У нас здесь лес, прилетают и малиновки, и синички, и дятлы. Это не лес, это просто деревья во дворе. Да, это не лес. Напротив стоит такой же 5-этажный дом. У нас очень-очень темно. Это северо-западная сторона. Солнце садится вот как раз в той стороне, где у нас сейчас Миша показывает. И все закрыто деревьями. И солнце здесь бывает всего 15 минут поздним вечером. Это липа, вот сейчас показываю, кстати. Нам ее обрезали в прошлом году полностью, и вот так она решила возродиться. Да, возрождается. Конечно, орхидеи здесь растут лучше, потому что здесь есть разница дневной и ночной температуры. Окна балкона закрыты только сеткой, поэтому здесь, конечно, орхидеи выпускают цветоносы. С той стороны покажи. Не показывали с той стороны в прошлый раз орхидеи. Я говорила, что там только цветоносы появились. Это вон та. Дальше. Розовая орхидея, розовый биглип. И рядом оранжевая — это карамелька. И
в самом низу тоже распустилась мультифлора. Она еще не до конца распустилась, но уже много цветочков появилось. Конечно, орхидеям здесь очень нравится. И я никак не ожидала, что хои отреагируют на полив аминосилом именно так. Вот еще жду распуска одной хои. А вот эта хоя отцвела, но, по-моему, Миша успел сфотографировать ее цветок. А для орхидеи ваниль, не я, Миша придумал, сделать вот такой интересный полив. Он как-то устроил так, что через капельницу поступает вода к держателю этой орхидеи. Но я уже купила другой ящик для ванили и еще один такой же держатель. И если у нас получится, потому что видео сложное будет, я покажу вам, как я ее буду пересаживать. В большой балконный ящик, уберу отсюда хои, и здесь будет стоять ваниль с двумя вот такими держателями, обернутыми мхом. Кстати, за 2 недели после организации этого полива теперь всегда держатель влажный. Он влажный, и вот как за 2 недели. Да, она очень быстро растет. Даже тоже лиана, она очень быстро растет, и мы ее хотим накрутить на вот эти 2 держателя, чтобы она не росла вверх, потому что по потолку ее бессмысленно запускать. Там будет холодно зимой, а вот сделать ей круглый держатель, это возможно. Мы уже придумали, как это сделать, и обязательно сделаем. С таким же поливом. Да, с таким же поливом, это очень интересно. Ну, вот такое небольшое царство орхидей и хой у меня на балконе. Кстати, вот сейчас на балконе сколько? 27 градусов между Да, прочим. да, да. А потому что мы балкон закрыли, и прохладный воздух от сплит-системы сюда сейчас не доходит. И у меня, кстати, часто все спрашивают, посмотрите на влажность воздуха. Всего 12%. И для орхидеи ваниль это просто... Катастрофа. Да, катастрофа. Кстати, солнца сейчас нет. То есть Подними там цветонос, и будет видно, какая у нас температура. температура. 37. Это в тени. Это не просто в тени, это с учетом того, что солнце закрыто облаками и очень сильно закрыто. И то есть такие облака перистые, и тени даже нету от солнца. Но очень-очень жарко и очень сухо. Балкон это, конечно, не теплица, очень маленький. Если бы у меня была огромная лоджия, вот там бы я развернулась. Но, к сожалению, этого нет. Делаем, что можем. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.